Всем привет, вы на канале Toy House, и сегодня у меня на обзоре очень интересная модель автомобиля. Это ЗАЗ Таврия 1140 от компании Hachette. Модельчика у нас продается вместе с журналом, поэтому предлагаю посмотреть сначала журнальчика, ну а потом перейдем к модели. Где я купил, за сколько, все расскажу в видео, поэтому смотрим до конца и обязательно всю информацию вы узнаете. Итак, самое главное, что здесь интересно, это то, что в данном автомобиле стоял очень маленький двигатель. Не в плане маленький, а в плане мало лошадиных сил. Его поставили от Fiat. Малолитражка Fiat была, по-моему, от 500-го, если я не ошибаюсь. Ну, короче, слабенький очень был мотор у данного автомобиля. Кстати, выпускался он у нас с 95 по 97 год. Вот так вот. Сколько выпущено штук, неизвестно. Ну, многовато, как бы много. Итак, здесь вот почему он появился, да, всякая история об автомобиле идет. В общем, здесь у нас технические характеристики. Вот я вам могу сказать, максимальная скорость, не максимальная скорость, а максимальная мощность двигателя. В общем, 45 лошадиных сил. Вы представляете, это сейчас скутера такие продаются, 45 лошадиных сил. А это целый автомобиль пятиместный. Пятиместный автомобиль, представляете? Ну, до 120 его разогнать нельзя было. В принципе, хотя максимальная 150 даже заявлено. Ну, навряд ли кто ездил на такой скорости. Я думаю, скорее всего, средняя скорость данного автомобиля была километров 80-90. Ну, а если вы ездили на этом автомобиле, то напишите мне комментарий, сколько вам удавалось его разогнать, да, до какой скорости. В общем-то, здесь различная информация, хотя, видите, участвовал в гонках. Но да, вы могли, в принципе, по сути, ездить на таком автомобиле, да, потому что его очень часто подвергали модернизации. Его, в принципе, меняли движки, ставили там от иномарок, втыкали, меняли сиденья, да, ставили от более других машин. В общем, корпус мог быть Таврией, а внутри уже все могло быть другим. Поэтому, да, могли и гонять. Потом у нас появился следующая Таврия, это у нас, по-моему, ЗАЗ Нова, да, Таврия Нова. Ну, в общем-то, более там помощнее двигатели были, разные варианты были, и люксовые, и обычные. В общем-то, ну, в теории можно встретить данные автомобили, я думаю, во многих городах и селах еще ездят. Здесь у нас история дизайна, в общем, об автомобилях. Здесь Петр Фрейзе и его автомобили, в общем. Ну, журнальчик довольно-таки, как бы, информации вроде мало, но по делу, так сказать. И вот эта мне страничка очень нравится. Здесь у нас фотографии. Вот видите, Запорожец, тот же этот ЗАЗ. Ой, ЗАЗ. Ну, Запорожец, да, но такой же Фиат был. Вот, по-моему, от такого Фиата поставили двигатель в новую Таврию. Здесь у нас заправка старая, видите, как выглядит. Тут у нас Чайка даже стоит, Волга. Прикольно. И Запорожец, по-моему, да, Запорожец. Вот тоже интересная фотография. Здесь у нас восьмерочка, 1984 год. Копеечки, Москвич. Ну, в общем-то, фотографии такие довольно-таки интересные. Кстати, не сказал, когда вам выпустили данную модель. И, я купил намного дешевле. Тираж 1500 всего экземпляров. И я купил, ребята, короче, за 1500 рублей я ее купил в интернет-магазине. Вот. Ну и вот она, сама моделька. Идет в коробочке, в блистере. Сделано, кстати, это все в Бангладеш. Да. И вот Hachette коллекция. Классная серия, классные модели. У меня из этой серии пока что один автомобиль. Ну, вот это уже второй. У меня ВАЗ 90, ну, короче, 99-я модель. Ну и теперь вот это будет. Ну, реально, здесь есть что порассматривать. Вот на самом деле очень клево. Вот я смотрю, прям класс сделанный. Вот видите, даже как сделаны здесь потрясающе просто фары. Номера есть. Это у нас Белгородская область. Всем подписчикам из Белгородской области огромный пламенный привет передаю. В общем, ну, потрясающе. Значит, надо ее открутить. Откручивается она у нас треугольной отверткой. Ну, Бангладеш так всегда делает. Сейчас пойду за отверточкой и будем откручивать. Либо откручу и будем рассматривать уже модель.
В общем, решил вам подснять немножко. Вот так вот выглядит треугольная отвертка, так сказать. Может, кто не знает. Но это, в общем, набор. Ну, идет отвертка. Там много-много разных, короче, насадок. Вот так вот одевается сверху вот сюда. Вот. И все. В общем, вот так вот выглядит треугольная отвертка. Вдруг кто не знает. И здесь вот такие вот замудренные у нас винтики. Не знаю почему. Может, у них так просто, ну, принято, да. Не то, что принято, а распространенный такой формат. У нас-то плоская, да, и крестовая все. А здесь вот треугольная. Если вы купили такую модель, ножичком вы ее не раскрутите. Ну, раскрутите, но будет это очень сложно. И придется вам как-то изгаляться, что-то придумать. Можно плоской маленькой, конечно, попробовать, но это опять-таки не очень удобно. Но в целом, ладно, у нас обзор не про винтики, да, так сказать, а про автомобили, хоть и маленькие. Так, все, убираем вот это в стороночку. И вот она во всей красе. Класс. Мне прям реально нравится. Нравится, что уже модели идут на номерах. Ну, как я и сказал, вот прям оптика сделана на просто 100-500 баллов. Резиновые покрышки на колесах. Покрышки у нас не имеют расшивку никакой. Здесь ничего не открывается, но можно заглянуть в салон. Салончик. Можно вот отсюда заглянуть. Видите, там все как бы. Руль, все, приборочка, все на своих местах. Зеркало заднего вида. Салон у нас идет с расшивочкой. Я не вижу здесь ремней безопасности. Их нету. Ну, как бы это же бюджетная модель, не такая прям, ну, так сказать, коллекционная. Но, тем не менее, нет, она коллекционная, но бюджетная все равно я могу. Журнальная. Журнальная, да, журнальная серия. Лючок бензобака здесь сделан у нас. По-моему, это просто даже крышка, которая вот так вот откручивалась, и все. На задней части у нас оптика также пластиковая идет. Номера. Брызговичок, пожалуйста. Выхлоп сделан. Так, здесь у нас брызговички висят. Назвал это брызговичок. Это не брызговичок, это дворник. У нас отдельной деталью сделан. Кстати, и спереди. Дворник один спереди, один сзади. И вот так вот нижняя часть сделана. Ну, здесь, в принципе, особой проработки, так сказать, нет. Ну что ж, а теперь я хочу вам, знаете, что показать. У меня есть модели Таврии в 43-м масштабе. И я вам сейчас покажу, как они смотрятся с данной моделью. Ведь эта модель у нас в масштабе, повторюсь, 1.24. Ну что ж, поставил на круг. Вот такая есть Таврия у меня. Это у меня кофемашина. Стоит на макете возле небольшого придорожного кафе. Это у нас 13.05. И вот ставлю вам. Хотя надо было начать с такой же Таврии. Вот она. Есть такая же Таврия здесь. Что у нас? 11.02. А это мы снимаем 11.40. Ну, в общем, предыдущая. Это стоит возле дома. Она типа у меня в заброшенном состоянии находится. Ну, давайте поставлю ее вот сюда. И вы тогда вот увидите прям разницу, да? В 24 масштаб есть 24. Все-таки просто как бы много места занимает на полке, но тем не менее смотрится круто. И вот такая вот Таврия. Это у меня Дана 11.05. Ну, поставлю. Оп, поставлю. Не знаю. Упала кофемашина. Вот так вот поставлю. В общем-то, ну, как-то так. Вот такой вот сегодня видос. Вот такая вот модель. Если вам понравилось, то поддержите лайком. В общем, с вас лайкос. С меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.